Всем привет! Меня зовут Аня, и с вами снова великий и могучий проект о русском языке с региональным акцентом. Вы уже знаете все части речи русского языка и умеете их использовать в речи, учитывая их значение и функцию во фразе. Наши фразы несут законченный смысл и обладают определенной целостностью, передавая нашим собеседникам какую-то информацию. Как вы уже поняли, сегодня речь идет об еще одной единицы русского языка, о предложении. Предложение – это слово или несколько слов, которые связаны между собой по смыслу и грамматически, выражают законченную мысль, обладают интонационной законченностью. Первое слово в предложении всегда пишется с большой буквы, а в конце предложения ставится знак препинания – точка, вопросительный или восклицательный знак, многоточие. Между предложениями в речи делается пауза. Группа слов, которые просто расположены рядом, предложением не являются. Например, стол, тарелка, стоит. Также не будет предложением набор слов, который не выражает законченную мысль. Кресло стоит на. Предложения по цели высказывания делятся на повествовательное, вопросительное и побудительное. Повествовательное предложение. Если в предложении без выражения особых чувств только сообщаются какие-то сведения о ком-либо или о событиях и явлениях, реально происходящих, оно является повествовательным. Интонация, с которой эти предложения произносятся, спокойная, повествовательная, а в конце голос несколько понижается. В конце повествовательного предложения ставится точка, многоточие или восклицательный знак. Например, мы идем домой. Дождь так и не прекратился. Мы поедем на поезде. Вопросительное предложение. Вопросительные предложения – это предложения, в которых содержится вопрос. Мы используем такие предложения, если хотим узнать о чем-либо или уточнить какую-то информацию. В конце вопросительного предложения ставится вопросительный знак. Например, «Ты сегодня обедал?» «Когда приедет автобус?» «Далеко ли от Кирова до Сочи?» Такие предложения, как вы могли заметить, произносятся с особой вопросительной интонацией. Голос повышается в конце предложения. Также интонацией выделяется слово, в котором содержится суть вопроса. Побудительное предложение – это предложение, которое содержит повеление, просьбу или запрет. В зависимости от интонации в конце побудительного предложения можно поставить точку или восклицательный знак. Определить побудительное предложение можно по особым частицам, которые часто встречаются в этих конструкциях. Среди них частицы «ну-ка», «давай», «пусть» или слова, имеющие явное повелительное наклонение. Например, «немедленно», «прямо сейчас», «быстро». Например, «немедленно отойди от дороги», «перестань перебивать», «замолчите вы, наконец». Также предложение можно разбить на две группы по интонации. По этому признаку предложения бывают восклицательное и невосклицательное. Давайте прочитаем рассказ «Доказательства» кировской писательницы Ирины Краевой из ее книги «Чаепитие с пяткой» и попробуем разобраться, какие предложения автор использовала в своем тексте. Доказательства. Все учителя опасались Саньку Дроздова из 5 Б. «В небе насчитывается 200 миллиардов звезд», — говорил учитель географии Петр Петрович. «Не верю», — говорил Санька, — «звезды падают, вдруг их уже на миллиард меньше». В Бразилии растет дерево-корова. Если надрезать его кору, потечет сок со вкусом молока, говорила учительница биологии Алевтина Георгиевна. «А вдруг у сока вкус, как у ряженки или кофе-глиссе», говорил Санька. «Вы сами-то пробовали?» «Когда макароны варятся, внутри них вода не кипит», утверждал учитель физики Семен Семенович. «Это закон». «Это в теории», хмыкал Санька. «Спорю, вы сами и не пытались разрезать макаронину прямо в кипящей воде». И крутил головой. «Нет, нет, пока не могу поверить». Учителя обиделись на Саньку и постановили: раз такой умный, пусть сам уроки ведет во всех классах.
Первым Санькиным уроком была история. Тема легенда о корабле-призраке «Летучий голландец». Многие считают, летучий голландец обречен на вечное скитание, потому что его капитан, убийца и пьяница, продал душу дьяволу. Начал Санька на чистейшем фламандском языке. Ученики все поняли и зааплодировали. Санька постучал указкой по столу и продолжил уже по-русски. На самом деле это пустые наговоры. Капитан Ван дер Декен почти 400 лет ищет свою прекрасную даму. «Не верю!» – закричала учительница Наталья Сергеевна, которая сидела на последней парте. «Таких мужчин не бывает! Где доказательства?» Санька спокойно достал из кармана медную боцманскую дудку и дунул. И сразу к окну пришвартовался огромный корабль, обросший водорослями и ракушками. Рваные паруса шевелил ветер. Капитан Ван дер Декен, небритый, в треуголке, надвинутый на глаза, сбежал по трапу и бросил к ногам Натальи Сергеевны букет из морских водорослей. «Ладно, Дроздов, ладно», – смущенно бормотала она, наматывая на палец морскую капусту. «Предположим, Ван дер Декен приличный человек. С кем не бывает. Не факт, конечно, но приятно. Итак, нам даже на первый взгляд понятно, что текст основан на повествовательных предложениях. Например, все учителя опасались Саньку Дроздова из 5 Б. Первым Санькиным уроком была история. Ученики все поняли и зааплодировали. Таких мужчин не бывает. Однако есть и вопросительные предложения. Например, звезды падают, вдруг их уже на миллиард меньше. А вдруг у сока вкус, как у ряженки или кофе гляссе? Где доказательства? Есть и побудительная конструкция. Учителя обиделись на Саньку и постановили, раз такой умный, пусть сам уроки ведет во всех классах. А теперь небольшое домашнее задание. Мы попробовали найти в тексте предложения и определили их тип по цели высказывания. Я предлагаю вам снова попробовать себя в роли писателя и написать такой же небольшой рассказ, используя в нем различные по цели высказывания предложения. Публикуйте свои работы в любом формате. Текст, видео, аудио в интернете с хэштегами «Великий и могучий РФ», «Великий и могучий Вятка», «High and Mighty». За каждую работу мы высылаем в подарок пазл в онлайн-формате и сообщения с пояснениями по работе. При выполнении минимум 10 домашних заданий по нашим урокам вы получаете диплом участника проекта. На сегодня все. До новых встреч. Любите и изучайте русский язык.